Итак, друзья, всем привет! Продолжаем делать обзоры на лампу. И сегодня хотел бы протестировать лампу F5D. По заверениям китайцев, она еще более яркая, чем прошлый топ моих тестов. Это лампа F5C, которая имела мощность на 60 Вт. И вот у лампы F5D, у этой, которую мы сейчас будем тестировать, мощность еще больше, она 65 Вт. То есть две лампы уже 130 Вт, а не 120, как у вот этой лампы. Напомню, вот эта лампа была победителем моих прошлых тестов, и она светила очень ярко в линзе. В рефлекторную оптику такую яркую лампу смысла ставить нет. Это, как говорится, не портите себе карму, потому что слишком она яркая. Для линз, да, она интересная. И вот китайцы, собственно, сделали еще более яркую лампу, и, соответственно, хочется мне проверить, действительно ли она будет ярче прошлого топа, который я тестировал, F5C, или нет. Сейчас вы можете как раз наблюдать, как выглядит данная лампа на страничке у продавца. Вот как раз сравнение с F5C, что вот она ярче, что она мощнее. Вот, собственно, это все и будем проверять. Единственное, у нее уже есть некоторые особенности, о чем написал продавец, это что она может давать помехи на радио. Сразу, если кому-то интересно по поводу ее универсальности, да, лампа на 9,32 вольта, соответственно, 24-вольтовая тоже пойдет, скажем так, в использование. Ссылку на лампу я оставлю в описании, поэтому можете посмотреть ее характеристики не вот у меня в видео, а именно уже у самого продавца. Вот. Но давайте разбираться с лампами. Ну, ребят, собственно, вот эта надпись, точнее, надпись, что 12 тысяч люменов эта лампа выдает. Я так понимаю, выдает все-таки пара этих ламп, а не одна, естественно. Вот. И здесь мы видим, что здесь уже не 12, а 13. Вот, собственно, вот эти 13 мы сегодня будем искать, если они там. Вот. И, собственно, в этом нам поможет вот эта замечательная фара, которая здесь уже у меня давно уже прописалась в сервисе. В ней мы уже много раз все тестировали. Собственно, здесь как раз есть линза H7 цоколь. И, собственно, сегодня будем в нем и сравнивать две вот эти лампы. Ну и вот, ребят, некоторые таблички, которые я собираюсь заполнить по результатам тестирования лампы. Здесь я указал, значит, 60 Вт это то, что пишут продавцы, 60 Вт и 65 Вт для F5D. Собственно, вот сейчас будем измерять уже реальное потребление лампы и эту табличку заполнять. Замеряем реальный ток в момент включения при напряжении 13,2 вольта. Ну, видим, соответственно, здесь 4,2 ампера в первый момент включения. Окей, считаем. 13,2 вольта умножаем на 4,2. Получаем 55, ну, грубо говоря, с половиной ватт. Итак, пишем сюда 55 и 0,4 ватта. Сейчас меняем вот эту лампу на F5D и смотрим, насколько у нее будет больше или меньше ток. Итак, вот она лампа. Давайте, соответственно, смотреть. Ага, не угадал с полярностью. Все, перекинул полярность. Можете заметить. Она начала у нас гореть. И здесь мы видим, ну, где-то 5,23, наверное, было сначала. Ну, вот, давайте эти данные использовать. Ну, 5,2, наверное. Вот так. 13,2 умножаем на 5,2. Получаем 68. Ого. Прям получаем сильно больше. Ребят, почему такие показания отличаются? Я думаю, что это связано с тем, что вот эту лампу, которую я хотел тестировать, я уже до этого ее тоже тестировал. У нее, возможно, уже немножко как-то по-другому работает драйвер, потому что она работала с F3, соответственно, уже в тестах. То есть лампа уже у меня какое-то время поработала. Вот эта новая лампа, я ее сейчас взял, и у нее потребление больше. У нее потребление где-то 56 Вт. То есть я, наверное, буду использовать вот именно новую, чтобы ее сравнивать тоже с новой. Вот.
На всякий случай давайте покажу. Правда, единственное, что вот эта лампа, она уже чуть-чуть поднагрелась, соответственно, потребляет несколько меньше, чем изначально потребляла. Сейчас покажу. И вы увидите вот эту разницу. Ну, вот где-то 4,31 начало. Если мы 13,2 умножим на 4,3, ну, получим, да, где-то 56 ватт, 50 даже 7. Поэтому, повторюсь, вот эта штука будет немножко у новой лампы больше. Вот. Ладно, это все такие, знаете, тесты, они мало что значат. На самом деле гораздо интереснее в установившемся режиме, что будет с мощностью этой лампы минут через 15 и как она будет светить. Поэтому сейчас обе эти лампы ставлю внутрь фары, даю им прогреться хотя бы минут 15, и тогда уже будем замерять и освещение, и яркость. Ну, действительно, пока есть действительно преимущество у F5D, она помощнее. Посмотрим, что будет дальше. Еще, ребят, кто-то спрашивал, как заложить этот драйвер внутрь фары Sportico. Ну, легко, выводите фару вверх с помощью корректора, соответственно, крутите, у вас линза опускается, задняя часть поднимается, и вы вот сюда, вот он, его можно тут просунуть, скажем так, и высунуть тоже. Сейчас я постараюсь даже его вытащить. Ай-яй-яй. Да, ребята, это дело такое не простое, но это сделать можно. Вот он вылез. Соответственно, можно его обратно заложить. Только вниз не кладите, потому что когда вы будете обратно регулировать фару, чтобы его не придавило, он должен быть где-то вот здесь сбоку. Вот. Это сейчас я закрываю F5C, чтобы проверить именно под крышкой, то есть в условиях максимально приближенных к реальным. Вот, там будет нагрев побольше. Ну и вот, ребят, после того, как фара у нас завернута, линза вниз и драйвер засунут обратно, мы аккуратненько, так, здесь надо будет просто чувствуйте, что без сильных усилий это надо делать. И возвращаем фару в свое исходное положение. Вот как видите, корректору ничего не мешает, то есть все в этом плане у нас получается. Сейчас закроем крышкой, ну чтобы прям максимально, скажем так, ситуацию лампе усложнить. Закрываем и даем как следует нагреться минут 15 точно. Также хочу, ребят, показать вам ток. Вот он начинает снижаться из-за нагрева лампы. Ну, посмотрим, сколько там будет реальное потребление, и потом уже будем делать замеры. Пока лампа греется, напомню, что фара светит таким, ну, холодноватым светом, то есть здесь нет никакой теплоты, то есть это похоже на ксенон, что-то в районе 6000 кельвинов. Вот. И, собственно, хотелось бы, конечно, более теплый свет видеть. По крайней мере, надеюсь, такие лампы я протестирую. Вот. Итак, ребят, 15 минут прошло. Крышечка здесь чуть-чуть такая тепленькая. Снаружи фара, ну, практически холодная. Здесь вот гораздо теплее. Но это особенность светодиодных ламп, что они тепло переносят именно заднюю часть фары. Вот. Ну ладно, смотрите. F5C у нас прогрелась минут за 15 вот до такого состояния, то есть 2,36 ампера. Давайте считать. 2,36 ампера умножаем на 13,2, получаем 31 ватт. Ого, смотрите, насколько сильно падает именно в закрытом корпусе мощность лампы. 31 ватт. Ну окей, записываем. Так, записываем. Значит, 15 минут где-то. 15 минут. 31 и 1,1 ватта. 31.
Сейчас пойду замерю светотеневую границу, ну, собственно, точнее, освещенность во всех 11 точках и сюда же запишу, и это будут вот именно показания после прогрева. Потом то же самое будем делать с F5D. 52, 5, 72, 2, 124, 9, 145, 9, 104, ровно, 54, 50, 117, ровно, 160, 4, 60, 218, 219, 190, 8, 1, 124, 70. Так, ребят, вот, ребят, снял крышку. Слышно, как фигачит лампа. И смотрите, как резко увеличиваться стало потребление. То есть глотнула она свежего воздуха, и сразу у нее добавляется потребляемая мощность и, соответственно, яркость. Это вот простой пример, что открытая фара, точнее там, где есть герметизация по резинке, а не задней крышкой, она, конечно, для лампы гораздо более интересная конструкция для светодиодной, чем вот такая закрытая крышка. Вот, видите, уже почти до 3 ампер. Вот она раскочегарилась. То есть сейчас светить она будет, ребят, сейчас ярче. Надо это понимать. Вот. Но я хотел еще не про это сказать. Ребята, вот здесь у нее конструкция, ну, у F5C вот эта гребеночка, сейчас покажу, на вот этой лампе-то будет лучше. Вот это, ребят, гребенка, ну как гребенка, она вот с этой стороны выглядит как гребенка. Она задевает за вот эту вот защелку. При установке приходится отверткой вот так вот банально отгибать, чтобы провернуть лампу перед установкой как надо. Вот это особенность. Сейчас посмотрим, будет ли такая проблема с лампой F5D, или ее все-таки не будет. Вот смотрите, уже опять раскочегарилась. Уже на 3,5 ампера. А была 2,3, по-моему, 2 там 34. То есть насколько ей хочется, как говорится, глотнуть свежего воздуха, чтобы охлаждать себя. Ну, дело-то в чем? Дело в том, что... Сейчас покажу. Лампа, кстати, да, про это надо было сразу сказать. Лампа с тепловыми трубками, вот у нее 2 тепловые трубки. Соответственно, они отводят тепло. Но не только они, еще, вот, как вы видите, медная пластина в центре, она тоже отводит тепло. Здесь система, собственно, точно такая же, только здесь еще чуть больше термопасты. Но тоже видно 2 тепловые трубки и тоже центральная медная подложка под чипы. Вот. По размерам, кстати, ребят, я забыл сказать вам по размерам. Давайте сейчас как раз это и скажу. По размерам, ребят, на 2 миллиметра она длиннее. Но крышка будет закрываться, никаких проблем с этим не будет. По диаметру сейчас покажу. По диаметру, ребят, они, ну, идентичны. Тут какие-то доли миллиметра разницы вы не увидите. Ну, по длине они вот именно той части, где чипы, там практически одинаково. И единственное, у них еще вот такая особенность, смотрите, F5C более толстый, вот этот центральный, скажем так, центральная часть, вот у F5D она потоньше. Ну ладно, сейчас будем ставить уже F5D и ее также тестировать. Ну и кому будет интересно, вот смотрите, 3,65 ампера, соответственно 3,65 ампера умножаем на 13,2, мы получаем 48 ватт. Вот, то есть вместо 31 мы получаем 48 ватт, если у нас нету крышки. Если у нас, соответственно, лампа охлаждается не внутри фары, а выходит снаружи, как на лампах H11, HB4 и HB3. Вот имейте это в виду, насколько больше она будет давать света. Итак, F5D, ребят, лампа заняла свое место, драйвер идентичный, поэтому точно так же вот он у меня там спокойно в состоянии, скажем так, не заклиненном, чтобы работал корректор, стоит. Обратите внимание, у этой лампы нету
нет вот этой защитной сетки на сзади кулька, перед кульком, поэтому я заложил и разъем, хотя разъем мог бы здесь помещаться, но от греха подальше убрал все провода, и теперь можно быть уверенным, что точно не заклинит кулек какими-то проводами внутри фары. Вот лампа жрет 5 ампер, и, естественно, уменьшается этот параметр. Сейчас закрою крышку и буду ждать те же самые, наверное, 15-20 минут, пока эта лампа прогреется. Итак, закрываем ее. Ну, как стало тихо. Прям тихо, что даже не слышно. Ну-ка, хочу проверить, все ли нормально. Да. Просто, ребят, крышка глушит. Все, закрываем и ждем. И сейчас, смотрите, здесь тоже должен начаться резкое такое достаточно падение тока. Как только воздух внутри фары уже будет нагрет, ну, в общем-то, да. Оно не резко, ну вот, пошло, да. То же самое, уменьшается потребляемый ток и уменьшается яркость лампы. Но ждем, что будет в итоге и какие показания будут. По F5C я уже показания по вот этим всем 11 точкам снял. Соответственно, будет интересно их сравнить с этими. Итак, ребят, прошло, наверное, минут 15. Собственно, здесь с учетом, что фара уже была горячая и еще здесь более мощная лампа стоит. В общем, смотрите, показания 2,73 ампера. 2,73 ампера. 2,72, и вот они уже практически не меняются. Давайте смотреть. Так, делаем 13,2, умножаем на 2,73. Получаем 36 ватт. Сравниваем с 31 ваттом и, соответственно, пишем 36 сюда. 36 ватт. Ну, вот это, в общем, надпись интересная в том плане, что она, да, действительно больше где-то на 5 ватт, чем у F5C. Соответственно, иду смотреть, мерить люксметром, сколько там действительно получилось, и будем делать уже окончательные выводы. 71, 6, 110, 138, 9, 169, 170, 159, ровно. 109, 60, 111,50, 162, 181, 175, 139,5. И тот же фокус, вот здесь, кстати, стал чуть-чуть меньше, но я проверил, вместо 36 стало 35,7. Тот же фокус, ребят, с открыванием рамки, крышки. Вот она там жужжит. И тут у нас понеслась сразу резкое увеличение мощности лампы. За счет того, что она начинает лучше охлаждаться. Итак, ребят, самое интересное — это результаты. Напомню, после нагрева 31 ватт упало потребление, здесь на 36. Это замеры всех точек, 11 точек, и это суммарная сумма по всем этим точкам. У F5C 1377 люкс получилось, у F5D получилось 1525 люкс, даже 526. Это на 10% больше, то есть реально производитель, производитель сделал так, что эта лампа светит ярче прошлого топа, и в одинаковых условиях действительно вы видели, при закрытой крышкой лампа действительно выдает больше света. Это прикольно, это прям меня радует. Единственное, у меня возникают некоторые вопросы с перегревом, потому что она, да, все-таки она не 60 ватт, как многие как бы думали.
вполне конкретные 36 Вт она будет потреблять из сети, то есть никакой, достаточно безопасно для проводки. Вопрос, безопасно ли для вот этого чипа, но вот я сейчас показываю вам страничку продавца, он в принципе дает год гарантии на эту лампу, и дай бог, чтобы, наверное, какие-то тесты он делал. Вот. По цене сейчас, вы видите цену на данный момент. Про цену я сейчас в видео вообще не озвучиваю, потому что она меняется. Вот перейдите по ссылке, посмотрите и сравните цену на F5C и на F5D, актуальную. Вот. Что еще добавить? Да, в принципе, добавлять-то больше нечего. Кому было интересно посмотреть видос по сравнению, точнее, вот F5C в сравнении с галогеном, вот прошлый видос можете посмотреть. Не прошлый, там из прошлых, они были уже сделаны. Вот. Пишите свои мысли в комментариях, собственно, с удовольствием почитаю, давно их не читал. Вот. И если какие-то интересные мысли тоже есть по поводу тестов, тоже буду с удовольствием готов их прочитать. И, кстати, ни в коем случае не ставьте их в рефлектор. Не портите себе карму, потому что пипец, это слишком яркие лампы. Я просто еще раз акцентирую внимание, ни в коем случае не ставьте, потому что это беда. И вот еще моментик, вот эти лампы, за счет того, что нету здесь такого большого количества ребер, то они гораздо лучше ставятся под защелку. Под вот эту вот защелку, в данном случае от Спортика, вот там она, вы ее должны видеть, она не так мешает установке этой лампы, как на F5C. Ладно, все, ребят, на этом заканчиваю и до новых видео. Еще, ребят, сейчас посмотрел повнимательнее на данные. Хочу отметить, что вот F5D мне понравилось больше. Чем понравилось? Тем, что она сверху дает больше света. И меньше света дает перед автомобилем. Здесь показания, в общем-то, здесь они побольше, а здесь в тех же точках показания поменьше. Это говорит о том, что... А здесь наоборот, то есть у верхнего ряда показания больше. Это говорит о том, что свет в основном поднят к светотеневой границе. Это, на мой взгляд, лучше. Это еще один плюс в сторону, так сказать, вот этой лампы F5D. Все, на этом, ребят, все. Еще раз до новых